Привитание, сябры. Кто-то говорит можем, а зачем? А я скажу можно, значит сделаем. Итак, пневмоподвеска. Буду устанавливать на свой УАЗ Патриот. Пневмоподвеска будет у меня с управлением из салона с помощью пневмоклапанов, и будет стоять вот такой компрессор. Я думаю, под сиденьем. В общем, для чего я сегодня в гараж и пришел, чтобы определиться в первую очередь, где у меня что будет находиться. Немножко сэкономил. Ресиверы взял не 5-литровые, а 2-литровые. Не знаю, может быть зря. Посмотрим. Если что, потом можно будет поменять. Пневмоподушки 2. В общем, полный комплект. Установочный под УАЗ Патриот. Здесь это все, что касается ресиверов. Здесь все, что касается системы управления. С этим еще надо разбираться. Фильтр компрессору. Ну что, будем собирать. В общем, решил я управление размещать прямо тут вот под рукой. Здесь находится рычаг переключения скоростей. То есть будет удобно. Тут вот, ну, покажу. Значит, вот эту историю я не буду использовать. Ее просто вот тут как трафарет применил. Не понадобится. Собрал я схему. Вот, кому интересно. В принципе, в электронной инструкции на сайте производителя там все понятно. Воздух подается, отсюда идет на одну сторону, отсюда на другую. Клапана легко проверяются. Сейчас уже вот нужно подуть отсюда, да? Клапан нажимаешь, воздух идет. Вот показываю. В этом месте будет управление. Вот здесь пришлось подрезать, потому что манометры с клапанами не помещаются. Но это не проблема. Бормашинкой все тут вырезается несложно. Значит, пневматика пойдет по тоннелю. Компрессор сейчас буду мерить под это сиденье. Хочу. В принципе, он сюда, сейчас покажу, помещается без проблем. Мне кажется, вполне себе удобно будет. Включил, подкачал, право, лево, 2 контура. Все, это мы потом закрепим. Значит, вариантов установки компрессора было 3. Первый — это вот сюда, в крыло. Я его сразу отмел, потому что я хочу, чтобы у меня к компрессору был доступ. Здесь это проблематично. Снять эту накладку не так-то просто и не так-то быстро. Вариант второй — это под капот. Тоже вполне себе нормальная тема, но с этой стороны у меня редуктор, шноркель, бак автономки. Значит, здесь я не хотел, вот тут можно поставить, но я не хочу терять доступ
к редуктору рулевому и к кардану рулевому. Иногда я туда лажу, а снимать компрессор для этого не хочется совсем. Значит, поэтому компрессор у меня оказался вот здесь. Оп. Открутить сиденье 5 минут. Все тут в одном месте. Это еще все будет уложено как надо. Реле, клапана, компрессор, фильтр. Залез, все обслужил, проверил. Если что-то там, он у нас может греться, не может, а будет греться. Зазор между компрессором и сиденьем достаточно большой. Циркуляция воздуха под сиденьем имеется. Ну, я думаю, здесь он будет жить нормально. Плюс еще один момент. Значит, не стал я выдумывать непонятно что. Закрепил я его просто на саморезы к шумоизоляции. Она здесь достаточно толстая. Не знаю, смогу я показать или нет. Сейчас попробую показать. Значит, вон. Она очень толстая. И в ней очень хорошо саморезы держатся. Посмотрим. Думаю, будет нормально. Я его уже включал. Очень даже неплохо. Если что, потом можно либо под шумоизоляцию пластину и уже через нее закрепить к пластине, либо просверлить отверстие в кузове, в полу и уже закрепиться капитально. Но так мне больше нравится пока. На данный момент он как бы работает, как бы и вибрацию гасит. Посмотрим. Значит, кому интересно, как это работает. На компрессор подается два плюса. Первый плюс вот идет напрямую от аккумулятора, от плюсовой клеммы АКБ. Я сейчас там его прицепил на крокодил. Ну, может, впоследствии там какой-то выключатель сделаю, чтобы если преодолевать глубокий брод, можно было это все отключить и не получить КЗ, скажем так, да, не спалить предохранители там и так далее. Будем выключать. Дальше второй плюс, управляющий. Я его взял с прикуривателя через вот кнопочка, которая будет стоять вот здесь, и идет он вот сюда, с него на реле. Так вот, когда мы нажимаем эту кнопочку, если у нас система пуста, срабатывает, нажимаем, и компрессор накачивает воздух ровно до клапана, до пневмоклапана. Все, здесь у нас есть давление, компрессор выключился. Датчик дал сигнал, компрессор выключился. На реле здесь все обозначено, что куда подсоединять, то есть управляющие провода с одной стороны, земля, две земли здесь, одна основная от компрессора, одна от реле, от управляющего провода. Открываем пневмоклапан. Закрываем, все, накачало. Открываем второй. Оп, все срабатывает. Стравить, соответственно, вверх. Но сейчас травить нечего, потому что еще не подсоединены у меня пневмоподушки. Ну, система уже работает. Что касается пневматики, тоже, значит, от компрессора, вот здесь выход, шланг один общий. Заходит он сюда в тройник. Дальше разделяется на два пневмоклапана. Позицию 1, там обозначено 1, 2, 1, 2. То есть в единичку мы заходим. С двоечки мы выходим на манометр и уже на ресивер пневмоподушки. На один ресивер и на второй ресивер пневмоподушки. Все просто, элементарно.
Единственное, тут все надо затягивать, чтобы нигде воздух не травил. Да, я рассказал, в компрессор воздух поступает вот через этот фильтр. Сменные фильтрующие элементы в комплекте еще 2 есть, то есть можно менять. Будет он у меня под сиденьем. Раз, по шлангу попал сюда. Дальше предохранительный клапан. Ну, здесь, здесь, там еще вот внизу воздух. Так, зря слетело. Внизу воздух, систему можно стравливать. Немного передохнуть. Приступаем к установке самих подушек. В общем, для того, чтобы их установить, нужно открутить вот эти вот отбойники, ограничители хода, да, кузова. Задача не самая простая. Для этого я поднял вот домкратом кузов относительно рам, относительно моста. Появился зазор. Вот таким образом я смог туда засунуть ключ. Глушитель тоже пришлось открутить, отодвинуть чуть-чуть в сторону. Иначе никак. Там еще трубки тормозные мешают. Сейчас покажу. Так, вот там трубки. Глушитель был поднят вверх, вообще мешал конкретно. Ну и здесь, то есть если не поднимать, тут даже ключ туда не залазит. Все это срывается трубой, и трубой крутится, иначе никак. Вверху ключ на 19, внизу головка на 17. Если кому интересно. 17-19. Пошло вроде бы полегче. Угу. Ага. Пошла, родимая. Все. Опа. Вуаля. Вуаля. Итак, друзья, со второй подушкой боролся я очень долго. Резал. И крутил. Наверное, часа полтора. У меня есть гайковерт, но им туда не залезть. Но я думаю, не хватило бы момента, наверное. Трубой метровой до последнего витка. В общем, самое сложное, как оказалось, да, это снять эти подушки. Так, что касается сборки самих подушек. Вкратце. Значит, вкратце. Во-первых, вот здесь вот наклеечка, мы ее убираем. Делаем вот так. В общем, эта наклеечка показатель того, что подушка герметичная. Если бы был подсос где-то, она бы была вот уже вот в таком состоянии приехала. Значит, вот эта история крепится сюда. Перепутать невозможно. Тут подписано R, right. На левой стороне L, левая сторона. Низ, значит, показана стрелочка. Это верхняя часть. То есть болты вставляются, шляпки сюда. Соответственно, вот так. Вот таким образом. Вот на вот этот вот винтец. Этот винтец надо посадить на герметик. Вот. Здесь сверху
Вот, 2 шайбы. Обязательно их ставим. Вот эти шайбочки, вот они. Вот. Должны быть в этом месте. Есть. Фу, слава богу. Отверстие есть. Осталось в него попасть. О, попал. Колобана. Чудеса. Все подошло. Кронштейн стал. Осталось прикрутить и нижнее. Пока все окей. А на улице минус 16. Ну что, заняло у меня установка. Заняла у меня установка пневмоподушек достаточно много времени, наверное, часа 4-5. В основном проблема была открутить отбойники. Так было бы быстрее. Значит, что хочу сказать. Нюансы. Ну, по подушкам тут все понятно. Все ставится. Значит, производитель пожалел шайб. 4 мне не хватило. Пришлось тут вот свои подбирать. Ресиверы у меня 2-литровые. Отлично поместились вот в этом месте. И, в принципе, на стандартные хомуты закрепить их тут реально. Но я стандартные хомуты все-таки ставить не стал, а поставил нержавейку, вюрт. И нюанс такой, что пропускать их нужно через вот эти вот отверстия одну. То есть их надо разъединять, пропускать сюда. Потому что если за балку брать, то не хватит. И еще один момент. Еще один момент. Есть вероятность передавить провода и тормозную трубку, если цеплять за балку. Поэтому так делать точно не стоит. Можно накосячить. Потом долго мучиться. И еще один момент. Вот здесь. Вот этот вот шланг, он уже в гофре. Его нужно отвести от выхлопной трубы. Вот что я и сделал там с помощью стяжек. Иначе он оплавится. Все. Красавчик. Ну что, теперь осталось объединить, как говорится, маму с папой, систему управления, всем тем, что у меня расположено снаружи машины. Не обращайте внимания на мою красоту. Грязновато. Несмотря на то, что еще система не подключена, подушки стоят, полностью спущенные, давления там нет, но машина уже поднялась. Так, значит, как я провел пневматику через салон. Там внутри вы видели. Дальше 2 трубки, вот они идут под ковролин. Здесь вот со стороны центрального тоннеля, тут, если его так можно назвать, выпуклость есть. То есть вдоль этой выпуклости. Раз, выходим здесь и уходим под сиденье. Там, значит, есть технологическое отверстие с пробкой резиновой. Ничего сверлить не надо, просто в пробке делаем отверстие и туда
все это заводим. В общем, здесь ничего передавливаться не будет, потому что тут имеется вот выемка. Здесь под сиденьем немножко пришлось поменять. Все вот это вот сдвинуть сюда, потому что вот эта перемычка при выдвижении сиденья вперед упиралась в клапан. Ну и, соответственно, сиденье до конца не выезжало. Набрал немного давления. Прессовать. Сейчас проверим, травит или нет. Хочу я немножко заморочиться. Сделаю я ко всему этому подкачку колес. Вот. Короче, вставляем сюда. И все. Можем пользоваться компрессором. Конечно, таким маленьким колесо не накачаешь с нуля, но подкачать можно будет. Вот. Собственно, ради чего все это делалось. Первое и, возможно, для меня самое главное. Когда мы в путешествии, когда мы где-то отдыхаем, стоим с палаткой на крыше, у нас палатка, если кто не помнит, нам нужна ровная площадка, потому что если уклон и так далее, крыша автомобиля, соответственно, и палатка не в горизонте находится. Для этого я обычно, ровную площадку, особенно на берегу озера, реки, найти практически нереально. Поэтому подкладываю камни, какие-то ветки, что-то там, маневров куча. А так, с этой системой, я надеюсь, кнопочку нажал, одну сторону поднял, вторую сторону опустил. Соответственно, упрощается этот момент. Первое. Второе. Рессоры у меня уже не новые, подсели. Соответственно, пневмоподвеской я компенсирую просадку рессор. Ну и третье, тоже немаловажно, когда мы в поездке, машина очень загружена, идет очень большая нагрузка на рессоры. Вот в Казахстане мы по степям с нашей загрузкой, а дороги там достопримечательностям все по степям, сломали коренной лист рессоры. Неприятно. Но вот с этой системой, я думаю, что в большинстве случаев мы эту проблему избежим. Вот как-то так.